не так. Андрей Андреевич, здрасте. Скажите, влияет на судьбу неправильная фамилия в паспорте? Допустили ошибку в паспорте отца, окончание «ая» изменили на «их». А детей потом переписали на эту фамилию с ошибкой. Получается, что это новая фамилия, не имеющая к роду отношения. И это хорошо, что не имеет к роду отношения. Не нужно цепляться за свой род. Ваш род — это вы, живые, с вашими живыми детьми. В случае, если бы род у вас был королевский, то нужно было бы цепляться. А если в роду были люди, умершие от онкологии, неуспешные, если род был или состоял из людей таких нервных, то тогда зачем он вам нужен? Не надо ничего изменять. Живите счастливо, не думайте. Здравствуйте, Андрей Андреевич, вы раньше занимались регрессивным гипнозом. Смотрела ролики сеансов регрессивного гипноза. Там рассказывали, что душа после смерти представляется перед судом. Существует ли таковой? Я такого не говорил. И есть ли уровни, на которые высший суд распределяет души? Нету. Также рассказывали об интерферентах, которые вредят человеку еще при жизни. Расскажите, пожалуйста, что делать человеку при жизни, чтобы после смерти... Я хочу вам сказать, что не нужно на меня цеплять погоны не мои. Я раньше занимался регрессивным психозом, да, гипнозом, хотя психоз ему больше подходит. Но хочу вам сказать, что я не рассказывал о том, что душа после смерти идет к какому-то суду. Это не так. Если я это где-то говорил, я ошибался, это неправильно. На прошлом вебинаре пятничном я об этом рассказывал. Но могу сказать, что очень часто люди начинают посещать регрессологов. И когда регрессологи... На чем базируется идея регрессологов? Она базируется на том, что человек может найти первопричину своих неудач. Они могут в этой жизни находиться или в прошлой и помочь человеку реализоваться или помочь человеку изменить себя. Но это очень правильно, как бы гипотетически. То есть в случае, если человеку дать возможность убрать страхи какие-либо, то в дальнейшем этот человек станет бесстрашным, значит более чего-то там добьется. Таким образом найти ту причину или первопричину, которая создала этот страх, после этого эту первопричину устранить, и в дальнейшем этот человек забудет об этом и будет более ровным человеком. Но вы никогда не задумывались о том, что любые негативные качества, которые есть у человека и которые он прошел, является для человека уроком, который создает его мировосприятие и его душевные ценности. Если ребенка бы не обижали в школе, то он бы вырос более озлобленным. Так наши негативные ситуации, в которых мы оказываемся, они дают нам опыт. И этот опыт, как правило, хороший. Дело в том, что любой негатив, он создан таким образом, чтобы человек мог стать более добрее. Неприятности, чтобы человек стал добрее, неприятности в семье, чтобы семья стала добрее друг другу. Одним словом, любые проблемы, которые возникают у человека, они нацелены на то, чтобы человек стал более духовным существом, более добрым, более покладистым, более ровным и так далее. В случае, если мы убираем вот такие первопричины, то есть вспоминаем, когда вас обижали в школе, и устраняем это с помощью гипноза, то в дальнейшем у человека появляются проблемы, он изменяет свой характер, и вот эту нить, которая идет с плохого и вырабатывает в душе хорошее, эта нить исчезает, и человек вдруг становится вредным. Я это очень часто наблюдал и не мог объяснить себе, почему это происходит. Почему люди, которые многократно проходят процессы или вот такие сессии, правильно говорить, вот такие сессии регрессивного гипноза или сессии поиска первопричин, или там сессии, связанные с там, допустим, улучшением своего нынешнего состояния, вдруг в какой-то момент полностью изменяются. То есть раньше человек был добрый, хороший, ровный, становится агрессивный, хамовитый, становится злобный, начинает кидаться. Почему? Нельзя убирать все плохое из прошлого. Все плохое из прошлого сделало нас милыми, хорошими и добрыми людьми. Вот так это все устроено. Именно поэтому ковыряться в этом лучше не стоит, потому что обычно у человека портится характер. Напишите мне сейчас в комментарии обязательно в вебинарной комнате
сайта duiko.guru, напишите, были ли у вас такие знакомые или сталкивались ли вы сами с тем, что проходя вот такие сессии регрессивного психоза, расстановок, сессии по возврату в прошлую жизнь и так далее, изменяло ли это в худшую сторону вашу судьбу? Также скажите мне, изменяло ли в худшую сторону обращение к вашему роду и в дальнейшем практике, где вы призывали свой род? Напишите мне правду. И я эту правду прочитаю для тех людей, которые в дальнейшем захотят видеть это видео. Дальше, почему нельзя возвращаться к прошлым жизням? Дело в том, что когда человек возвращается в прошлые жизни, то он возвращается в то место, где он был совершенно старым человеком. А когда человек умирает, то перед своей смертью, скорее всего, он болеет определенными заболеваниями. Это могут быть заболевания, которые были наработаны на протяжении всей жизни. Заболевания позвоночника, сустав, аутоиммунные заболевания, заболевания, возможно, психические и так далее. Мы же их не помним, эти заболевания. Так вот, когда человек начинает с помощью регрессивных вот таких практик или гипноза погружаться в те события, которые были в прошлой жизни, то он погружается постепенно в свою жизнь, начиная с ее окончания. А обычно окончание обусловлено тем, что там были онкологические болезни, и человек умирал от чего-то или за счет чего-то. А если, не дай бог, там была онкология или ишемическая болезнь сердца, либо тяжелейшая гипертония, разрывы сосудов там, и так далее, то у человека энергетически все эти заболевания передаются в нынешнюю жизнь. И после такого сеанса вы на протяжении месяца можете внезапно, непонятно откуда, обрести самое настоящее онкологическое заболевание, и после чего иметь большие проблемы со здоровьем. Именно это очень часто я тоже наблюдал во время того, когда смотрел за тем, как проводятся сессии регрессивного гипноза и так далее. В вашей работе подскажите, как помочь дочери в учебе, чтобы легко училась и чтобы она была влюблена в свою работу. Учится она в экономическом университете. Большое спасибо за внимание. Я всегда говорю такие слова. Оказывается, что для того, чтобы женщине хотелось любить работу и хотелось что-либо делать, у нее должна быть мотивация. То есть она должна себе объяснить, ради чего и зачем она это делает. До того момента, пока она мотив не найдет, это будет считаться для нее бессмысленным. Этот мотив либо вы должны помочь ей найти, либо она сама должна помочь. Я хочу вам сказать, что для большинства женщин, которые обучаются в институтах, таким мотивом до момента, пока у них не появляется семья, такой мотив они найти не могут. Но в случае, если у нее будут дети, можно ее подготавливать и говорить, что вот у тебя хорошая работа будет, а это даст возможность твоим будущим детям жить хорошо и так далее. Одним словом, найдите для нее какой-нибудь мотив. Андрей Андреевич, бывший муж, забрал детей 4,8 лет и не отдает решением суда. Но это длительный процесс. Еще и хочет нас выселить из квартиры. Сделал дарственную на свою мать. Какие практики сейчас делать, чтобы защитить детей и выиграть суд? Очень переживаю за детей. Первое, что необходимо делать, обязательно не воюйте. Обязательно не воюйте с этим человеком. Второе, начните каждый день произносить себе, какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй. Пусть все знают, какой он негодяй, пусть все знают, какой он негодяй. Тем самым вы фиксируете на этом человеке, и правда будет на вашей стороне. Третье, напишите договор, как я обучаю на 2-й или 3-й ступени. Это договор долга, где ваш муж становится фактически вашим должником, ну и так далее. Я, к сожалению, из-за того, что такие вебинары смотрят обычные люди, не являющиеся учениками школы, давать особо эзотерические практики, к сожалению, не могу. Дело в том, что такие эзотерические практики могут рассматриваться людьми как магия, и использовать ее можно будет по-разному. И из-за этого, для того, чтобы магия была более экологичной и, может быть, более правильной, я стараюсь, в общем-то, в открытых вебинарах об этом не говорить. Плиз, еще вопрос. Сын мой 13 лет, 2 дня после ангины в школу пошел, и опять ему плохо. Нос забит, дышать трудно, но температуры нет. Растерялась, не знаю, как вылечить, включила шумы, аж уснула. Мне хорошо, ему нет. Итак, если ребенок болеет и у него есть заболевание носоглотки, что необходимо делать? Первое, старинный народный способ использования люголя. Смочите ватный тампон люголем
и протрите ему горлышко. Второе, ингаляции с вареным картофелем. Старинный народный способ. Берется вареный картофель, очищается от кожуры, а еще лучше, если не очищается от кожуры, режется на 4 части, варится 1-2 часа, добавляется 1 чайная ложка соды, накрывается теплым полотенцем или теплым одеялом, и человек вот таким образом начинает дышать с таким картофелем. Также, если не добавить соду, и если болят суставы или болят ноги, таким сиропчиком или таким узваром можно, такой узвар можно выпить теплым или холодным. Также, чтобы ангина вниз не пошла, как известно, легкие, они любят жиры. Именно поэтому 1 столовая ложка любого жира, сливочного масла или какого-нибудь свиного масла или бараньего жира, какого угодно, на стакан зеленого чая с солью или на стакан горячего теплого молока, и это необходимо выпить залпом. При этом растирание нашатырным маслом или нашатырным спиртом, натирание нижних конечностей рук, верхней части грудной клетки и задней части могут заметно улучшить состояние его здоровья, увеличив иммунитет. Светлана Шацких, очень рада вам в вашей работе. Мантра какая там есть от простуды. Я зачастили. Нужно ли сейчас переселяться из квартир на свой участок земли? Выживут ли люди в городах в ближайшие 3 года? Конечно, выживут. Почему люди сейчас переезжают в города? Дело в том, что это связано с тем, что сельское хозяйство видоизменилось. Когда сельское хозяйство только появлялось и было индустриализация или начиналась индустриализация, то сельское хозяйство занимало последнюю очередь, потому что накормить человека с помощью земли было, в общем-то, несложно. В этом участвовало огромное количество людей. Это было первое заселение, покидание земель и заселение городов. И города несли некую такую тенденцию, и смысл городов заключался в том, чтобы там жили одновременно те люди, которые будут работать в индустриальных вот таких заводах, фабриках и так далее. Когда мир перешел в эпоху, наверное, сферы индустриализации, она закончилась, все перешло в сферу услуг. Вот в этом мы сейчас живем. А технологический процесс, который такими огромными темпами или шагами запустился, на сегодняшний день уже не требует огромного количества людей для того, чтобы они были аграриями и помогали в сельском хозяйстве выращивать там что-либо. Дело в том, что сейчас небольшое количество техники может обрабатывать огромное количество полей. Применение гербицидов, пестицидов, там, всяких поливалок, я просто не разбираюсь в этом, поэтому извиняюсь, может быть, за безграмотность в этом, позволило выращивать более активно и собирать более большие результаты при выращивании сельскохозяйственных каких-либо растений. Это все обеспечило, это все освободило тех людей, которые живут в селе, от работы, и они вынуждены, скорее всего, жить дальше и быть полезными социуму, и именно поэтому они переходят сейчас в большие города. Таким образом, те люди, которые жили на земле, они хотят или не хотят, со временем будут все равно направляться в сторону городов, потому что в городах есть интернет, есть сфера услуг, есть возможности пользоваться финансами. Всем сейчас становится понятным, что дело только времени, когда войдут как бы электронные деньги, которые объединят весь мир. Это произойдет, я так думаю, в ближайшие там 3-4-5 лет. Скорее всего, произойдут изменения, которые связаны с расчетами, то есть те барьеры, которые сейчас ставятся банками, государственными банками каждой страны и пытаются это как-то контролировать, переводы денег и так далее, все равно как бы стираются по чуть-чуть, и в дальнейшем, скорее всего, это будет полностью свободная территория, свободное экономического пространства, где интеллектуальная собственность, где какая-то собственность, которая связана, как бы информационная собственность, которая сейчас приобретает стоимость, она будет более быстро продаваться, и от того, где живет человек, значения не будет иметь. То есть в дальнейшем, скорее всего, города будут разрастаться, количество людей, которые будут проживать в городах, тоже будет разрастаться. В этом ничего страшного совершенно нет. Ну и не нужно бояться того, что люди, которые будут жить в городах, не смогут выживать.
На сегодняшний день есть конгломераты, это города с огромным количеством проживающих в них населения, допустим, Стамбул 20 миллионов населения или 18 миллионов населения, далее Мехико около 60 миллионов населения, Токио, ну и так далее. Есть целый ряд городов, где проживает достаточно хорошо огромное количество людей. Если количество людей будет увеличиваться, в этом тоже ничего такого печального или страшного нет, всем всего хватит. Как мы заметили, с количеством или с увеличением количества людей и демографии общей увеличивается возможность создавать новые продукты, усиливать рост этих продуктов. Одним словом можно сказать, если бы индустриализация и технологический процесс отставал бы сейчас, то количество людей, которые есть на сегодняшний день, оно бы не смогло прокормиться и уже бы не хватало там пищи этим людям и так далее. А это именно писали в 90-х, вот в 80-х годах, о том, что через 10-20 лет количество людей увеличится, это произошло, им будет нечего есть. Я согласен, если бы все было на уровне 90-х годов, то есть не было бы генетически модифицированных продуктов, специальных веществ, которые усиливают рост этих продуктов, там гормональных каких-то препаратов, которые позволяют животным более быстро расти, то тогда, наверное, нас ожидал бы какой-нибудь демографический кризис, вызванный каким-то голодом, там, отсутствием электричества, тепла и так далее. Тем не менее, наша наука или наука всего мира справляется с приростом населения, поэтому переживать и особо сейчас заморачиваться в этом направлении совершенно не стоит. Все в порядке. Поэтому, если хотите, хочу, в общем-то, ответить на вопрос так. В ближайшие 3 года выживут ли люди в городах? Да. Они выживут и ближайшие 3 года, и ближайшие 300 лет, и ближайшие 30. Я хочу вам сказать, как увеличить возможность покупки жилья и как мы совершаем ошибки. Итак, очень часто мы совершаем ошибки, потому что мы хотим конкретно что-то, не понимая, что конкретно что-то, оно обычно не наше. Я очень советую обращать внимание более на форму, чем на внутреннее содержание. То есть обращайте внимание, что вам нравятся подобные квартиры и подобные дома. Подобные мужчины, а не конкретно мужчина какой-либо. Подобный дом, а не конкретно этот дом. Подобная квартира, а не конкретно. Подобное расположение, а не конкретно это расположение. Дело в том, что если бы она принадлежала вам и хотелось бы к вам, то вы бы ее непременно уже получили. А так как вам нравится что-то подобное, то хотите подобное, тогда быстрее это произойдет. Очень часто люди, направляя свое внимание и свои пожелания на что-то конкретное, создают очень большие заторы и помехи в своей жизни. И в дальнейшем это является одной из ключевых причин того, что они не получают больше. Почему это нам не подходит? Как бы рассматривая все с позиции эзотерики, можно сказать, вы не можете здесь жить, потому что Бог охраняет вас, потому что, возможно, проживая здесь, может быть какой-нибудь несчастный случай, возможно, картины жизни, изготовленные вашей судьбой, предназначили для вас какую-то особую судьбу, в которой, скорее всего, появится любимый человек, и этот любимый человек, он не найдется, если вы будете жить исключительно в этой квартире. А вы хотите конкретно, я хочу вам сказать, обращайте внимание более на форму, чем на содержание. То есть говорите себе так, мне нравится не конкретно эта квартира, а такие квартиры, как эта. Мне нравится не конкретно месторасположение этой квартиры, а месторасположение подобное, как у меня месторасположение вот в этой квартире. Таким образом не совершите ошибок. Надеюсь, я вас не обидел. Нужно ли желать то, в чем вы живете? Нет, не нужно желать. Все будет быстрее, если вот так не желать. Деньги ни во что, как бы развивая эзотерическую школу Кайлас. Именно поэтому мне сегодня необходима ваша помощь. Когда вы смотрите видео, не забывайте комментировать, не забывайте оставлять сообщения, не забывайте подписываться и не забывайте ставить звоночек. Дело в том, что все это в дальнейшем индексирует этот канал, и в дальнейшем та информация, которая необходима людям, она будет в дальнейшем распространяться с более яркой силой, и огромное количество людей, которые нуждаются в данной информации, которые готовы изменить свою жизнь, они все-таки прикоснутся к моим идеям философии и в дальнейшем смогут изменить свою судьбу в лучшую сторону. Ведь кто им должен помогать, если не мы?
На сегодняшний день мир так устроен, что никто никому помогать не хочет. Все живут по принципу выживания. То есть правительство выживает, люди выживают и так далее. И все считают, что вокруг все должны так жить. Выживать, обижать, критиковать, топить, мучить и так далее, забирать. Но это не так. Но это не так. Мы в силах все вместе изменить это все. И мы можем это изменить путем пропагандирования нашей эзотерической школы, с нашей уникальной философией, с нашими уникальными вот такими системами преподавания, уникальными системами изменения человека, которые помогают человеку и дают ему возможности, используя методы, используя вот такие рычаги, используя инструменты, которые преподаются в школе, изменять не только внутренний мир, изменять свое здоровье, улучшая его в лучшую сторону, изменять внешний мир, изменять события внешнего мира, изменять события в семье, улучшая свою жизнь во всех направлениях. Конечно же, на первое место я ставлю все-таки идеи радости, идеи высокой духовности, идеи милосердия, человеколюбия, идеи помощи, взаимопомощи, энергетической помощи. Ставлю этические нормы или ставлю этические установки как бы на первое место. Это любовь к детям, любовь к своим родным, любовь к своим мамам, папам, к дедушкам, забота о старшем поколении, потому что они, скорее всего, никому в дальнейшем не нужны будут, кроме нас. Ну и это все, оно должно не забываться. Об этом всем должен кто-то говорить, потому что если будет развиваться только мангерштеризм, если будет развиваться только киркеризм, если будет развиваться только галкализм, знаете, или там соловьизм и так далее, то мы далеко не уедем, знаете. Нельзя сделать из людей всех Моргенштернами, которые будут хотеть только трусить своими голыми органами, спать с девушками. А как же семья? Ведь семья это вечная. Можно каждый день получать удовольствие от семьи. Можно каждый день получать радость от жизни. А нам пытаются предложить микрорадости. Алкоголь, микрорадости, наркотики, микрорадости потрусить там или там с кем-то переспать, микрорадости купить какой-нибудь предмет, которого нет ни у кого и так далее. Мы же говорим о том, что все это уже существует. Существует наша жизнь, и если нацелиться в этой жизни на радость, если научить себя эту радость видеть, чувствовать, если обучать себе этой радости, то эта радость, она затмевает все остальные микрорадости. А ведь великий предиктор, который управляет всеми мирами, который управляет, вернее, тем миром, в котором живут люди, проживая на этой земле, они-то знают, что самая важная радость — это радость человеческого рождения и человеческой жизни. Но они это запрещают развивать, говоря о том или намекая на то, что есть микрорадости. Нужно быть теми, кто там выступает на публике. Радость можно получать только если у тебя трехкомнатная квартира. Ты можешь радоваться только в случае, если ты там замужем, не замужем, в Гуччи или не в Гуччи, золотом, не с золотом, на машине или без машины и так далее. И нам подменяют, давая нам вот эти радости, их же нам и продавая. То есть человек говорит: мне достаточно было магнитофона такого. А ему говорят: нет, более радостнее будет с таким магнитофоном. И он покупает более радостный. И мы обычно на протяжении жизни своей, каждый человек, который живет на земле, на протяжении жизни у него постоянно возникает такое понимание, как будто он что-то ищет, как будто он к чему-то стремится, но получая то, что он хочет, у него не происходит удовлетворения. То есть это выглядит так: вот будет у меня шуба, я буду счастливой. Купила шубу, все равно несчастлива. Будет у меня муж, буду счастливой. Появился муж, несчастлив. Будет трехкомнатная квартира, буду счастлива. Появилась, несчастлива. Почему? Потому что невозможно быть счастливым человеком от чего-то. Можно быть счастливым человеком просто так. И вот это счастье, и вот эта радость просто от того, что мы живем, является тем, что мы всю жизнь ищем и не находим. Вот. Ну что, на этом наши занятия закончены. До свидания. Намасте. Всем здоровья, прекрасных выходных. До свидания.
Не относитесь к жизни слишком серьезно, говорит Садгуру. Что он имеет в виду? Когда человек, допустим, слышит что-нибудь плохое, то этот человек может об этом задумываться. Вот о чем он говорит. И я об этом когда-то говорил. Очень часто люди начинают изучать информацию, забывая о том, что наш мозг имеет еще и подсознание. Именно поэтому, когда мы читаем любую информацию, любую критику, любой негатив, то хотим мы или нет, мы это накапливаем в себе, даже если мы человек хороший. Именно поэтому, когда мы смотрим плохую информацию, или читаем плохие комментарии, или читаем какой-нибудь там не очень хороший контент, допустим, то после этого утром мы просыпаемся и начинаем вредничать. У нас портится настроение, но оно даже не портится, а оно проявляется, потому что наше сознание работает как пылесос. Поэтому любая информация, к которой мы даже прикасаемся, она невербально воздействует на нас, заставляя нас или снижая нам уровень восприятия, как бы обучая нас быть вот такими людьми. Это связано с неким таким пониманием, которое называется вневербальное обучение большого количества слоев населения, невербальное обучение человека. Как это происходит? Человек, который, допустим, один человек попадает в Абхазию и живет в Абхазии очень длительное время, и он разговаривает с абхазцами, не зная абхазского языка. Или там в Грузию, не зная грузинского языка. Так вот, первое время этот человек будет идиомоторно повторять или ломать свой русский язык. То есть, эй, дорогой, что такое, дорогой? То есть он будет вот таким образом кривляться, после чего начнет туда вставлять вот такие слова. Почему? Это невербальное влияние на человека. Это невербальное влияние, мы его получаем постоянно в виде ожогов. То есть, когда человек говорит, я просто посмотрю новости, а там какашки, жуки-пуки, вредины, нехорошие, злые и так далее. Вот это все, оно накапливается, как бы записывается на подсознание и формирует ваши чувства. То есть на следующий день вы были днем этого дня хорошими, то есть ты моя ласточка, ты моя золотце, а потом начинаете смотреть, этот что-то сказал, этот, не дай бог, этот что-то сказал, этот, там, эти плохие, потом почитали комментарии, сволочи, уроды, там, какашки и так далее. И я извиняюсь, я ругаюсь. После чего на следующий день у вас утром настроение выругаться, кого-нибудь там построить, там на детей накричать. Вы это все насобирали. Именно поэтому он говорит, Садгуру, он говорит о том, что да, действительно, необходимо относиться к жизни не так серьезно, не так проникаться теми идеями, которые есть вокруг нас. Вы понимаете, не нужно верить всему, что есть в окружающем мире. Не нужно верить и слышать и доверять любой информации. Не нужно проникаться. Я обычно даже говорю такие слова. Не можете изменить. Не касайтесь этого. Вот смотрите, люди часто читают политику, смотрят политические новости, но вы-то их не можете поменять. В постсоветском пространстве люди не могут ничего изменить, потому что вместо них это меняется просто руководителями их стран. И, конечно, любые разговоры этих людей, они бессмысленны. То, что люди страдают и говорят, нас там чего-то нет, так ничего и не будет, никто ничего никому не должен, ничем не обязан. И как бы люди не... Там система по-другому устроена. Люди должны собираться, но они не соберутся, ну и так далее, потому что система противодействует этому и так далее. Ну и, конечно же, глядя на все это, я могу сказать, что люди в большинстве своем бесполезно тратят время, занимаясь или обучая себя, там, политинформируя и так далее. На самом деле они изменить это никак не могут. Ну и зачем так серьезно к этому относиться? Зачем так серьезно? У вас что, нет серьезных дел? Отнеситесь серьезно к своему телу. Занимайтесь зарядкой, приседайте, дышите на воздухе, гуляйте. Займитесь серьезно вашими детьми, вымойте им, свяжите носки, свяжите шарфик. У меня мама когда-то связала свитер и шарфик, так вот я его носил 15 лет. Не мог никак себя снять. Содрать не могли. Почему? Одевал, и тепло было, и приятно. Знаете, мамины ручки делали. Ну вот так это все было. А знаете, как мне было приятно? Я с ней не мог пообщаться, а свитер носил. И знал, что это мама мне сделала свитер. Своими руками сшила. Ну, как было приятно. Ладно, не интересен мне Садгуру. Продолжаю отвечать на вопрос. Сегодня я хочу проанализировать канал, который называется Садгуру, официальный канал на русском языке. И здесь есть ряд таких
как бы вопросов, которые задаются от гуру. И мне бы хотелось сегодня ответить на эти вопросы, которые задаются ему. Итак, как побороть сонливость и быть энергетичным весь день? Для того, чтобы побороть сонливость, существует дыхание. Его выполнять просто. Это 3 вдоха, потом 2 вдоха и потом 1 короткий. Задержка дыхания и выдох. Если так делать активно, то тогда не будете засыпать. Делается так. Если выполнять такое дыхание на протяжении дня, спать не будет хотеться. Второе, если вы хотите спать, то вам необходимо горячий душ. А если вы хотите бодрствовать, вернее, если вы хотите заснуть лучше, вам необходим холодный душ. Если вы хотите бодрствовать и себя как-то заставить более активным быть, вам необходим горячий душ. Для того, чтобы чувствовать на протяжении дня, всего на протяжении дня энергетику, принимайте горечи какие-нибудь, имбирь, черный перец, красный перец. Это все стимулирует нашу нервную систему, и это все нас заряжает. Поэтому такая еда, допустим, имбирный чай, она может помочь человеку целый день испытывать состояние вот такой бодрости и так далее. Не цепляться за прошлое, людей из прошлого. Очень хороший есть такой метод с резиночкой. Я его даю на первой старой ступени школы Кайлас. Пройдите, я вам прямо очень рекомендую. По сей день и первая и вторая бесплатные ступени школы Кайлас выложены на моем YouTube канале. Проходите, это для вас. Это большое количество информации, которая способна изменить жизнь огромному количеству людей, а вам 100% это поможет. Обязательно пройдите, я об этом все рассказываю. Яна Вдовина, скажите, пожалуйста, влияет ли зеркальный натяжной потолок спальни на жизнь в целом? Влияет, будет ухудшаться состояние. Лежа на кровати отражается, естественно, все. Не нужно этого делать, потому что вы таким образом глазите все. И постареете быстро, и лучше, и хуже будете себя чувствовать. Есть даже семинар такой, где я говорил, не ставьте зеркала в спальне, потому что это очень-очень плохо. А если ставите, то делайте так, чтобы не видеть свое отражение в этих. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, когда делал СНГ, заметила типа огромного глаза, как наблюдает за мной, когда смотрю в мою сторону. Что это может быть? Вы видели когда-нибудь иконы? На иконах видели когда-нибудь изображение пирамиды и там глаз? Называется это всевидящее око. Вот это всевидящее око, это энергия. Так человек видит какую-либо энергию. Если человек, который занимается эзотерикой, просматривает человека, то очень часто видит у человека глаз на уровне груди и глаз на уровне правой стороны живота. Вот этот глаз правой стороны живота обозначает энергию человеческую, горячую, а глаз в груди энергию чувственную. Вот так мы это видим. Но видение проявляется в разных таких идиоматических проявлениях, когда мы видим. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Моей дочери Александре на стопе бородавка и болит, а сверху завязала нитки 3 узла и сказала, когда эта нить сгниет, бородавка пропадет. Правильно все сделала? Нет, не на бородавке надо, а на бородавку положить рисинку, потереть крест-накрест бородавку рисинкой, после чего вокруг рисинки необходимо завязать ниточку, желательно красную, на 3 узла. И вот эту рисинку с ниточкой закопать куда-нибудь, где есть мокрое место, где это сгниет. И сказать, когда рисинка сгниет, бородавка пропадет. Здравствуйте, Андрей Андреевич, не подскажете, как правильно голодать? Хочу голодать по четвергам. Делайте так, утром просыпаетесь и до вечера, и до следующего дня ничего не едите, только воду пьете. Говорите при этом, сегодняшний голод я посвящаю, и дальше произносите. Надо дать практику, чтобы голова не болела. Отворачивайтесь, представляете, будто ваша голова это белая лампочка. Голова болеть не будет. Вот и все. Вообще очень хорошо помогает вьетнамская звездочка. Намажьте руку вьетнамской звездочкой. И в случае, если голова болит у вас во лбу и в висках, намажьте лоб. В случае, если болит затылок, намажьте затылок. Смотрите, лоб болит, низкое давление, затылок болит, высокое. Ошибки. Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, об обряде коренное сердце Манджушри. Подробнее, очень хочется его пройти. Вот такие есть люди, которые, допустим, все в жизни имеют. Или наоборот, руки опустились, и человек лежит. Знаете, есть даже дети такие. Ничего не хотят, ни к чему не стремятся. Мотивации никакой. Обычно это очень образованные дети, которые понимают, что все равно там артистом не стану, голоса нет. Все равно там, допустим, ну и начинается. То есть находит возможности объяснить себе свою несостоятельность. И руки опускаются. И ребенок, допустим, такой растет и говорит, так а зачем учиться? Все равно, как бы я ни
не учился, на хорошую работу не устроюсь. Так а зачем вообще что-то делать? Все равно идти на дядю работать, 3 рубля зарабатывать, мне лучше пусть мама кормит. Так а зачем выходить с кем-то общаться? Я буду дома сидеть, мне комфортнее, потому что на улице начнешь общаться, у тех одно настроение, у тех другое, друзья предают и так далее. Ну и такой вот себе вырастает премудрый пескарь, которому и делать ничего не нужно, он просто сидит и становится аморфным. Он аморфный, ригидный и ничего не хочет, руки у него на все опускаются, желаний никаких нет, у человека ни мотивации, ни желаний, в общем он вот такой. Ну и часто это появляется у людей внезапно в жизни. И развивается, то есть человек достиг состояния там взросления, после этого зачем куда-то устроиться на работу, дети помогают, или там, так а зачем там буду ходить на работу, смотреть телевизор, и руки плавно опускаются, плюс ухудшается здоровье, и человек становится таким безразличным, аморфным, он не злится, и он ни к чему не стремится и так далее. И теряется вот эта молодецкая сила. Если посмотреть на ребенка 2-3 года, посмотрите, с каким упорством, с каким наслаждением он вновь и вновь поднимается, делает 3 шага и падает. Такое ощущение, как будто у него решается жизнь и смерть прямо. Представляете, эти дети вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь бегут, падают, ударяются, им больно, они плачут, встают и снова бегут. И вот у всех этих детей есть вот этот потенциал. Этот потенциал называется потенциалом Манджушри. Или потенциалом молодой энергии. Вот эта молодая энергия, ее можно в человеке возродить, вновь зажечь. Чем это интересно? Вновь появляется у человека желание жить, вновь появляется у человека желание совершать подвиги, появляется сексуальная энергия, потому что очень часто именно она заставляет человека шевелиться. Мужчине хочется женщину, он начинает там работать, начинает на кого-то посматривать, начинает еще что делать. Женщина начинает думать о семье, она начинает смотреть на мужчин и так далее. Появляется желание накраситься, появляется желание смотреть за собой, зарабатывать деньги и там покупать себе вещи. И это все как бы такая энергия молодая. Как говорил один мой знакомый, конечно, это не в тему, он говорил, в начале, когда мужчина, его, кстати, зовут Марк, и он раввин. И вот он мне говорил, послушайте, Андрюша, я хочу вам сказать, пока мы молодые, то нам хочется, но мы стесняемся. Но как только мы взрослеем, то мы уже и не стесняемся, но нам уже и не хочется. Именно поэтому я всем советую молодым, если хочется, то не стесняйтесь. Так вот, я бы хотел за счет вот этого обряда Манджушри сделать так, чтобы желание появлялось, и мотивация, и чтобы харизма, и чтобы вот эта вот внутренняя энергия, которая называется детская энергия, энергия молодости, вот эта энергия, которая заставляет человека ступиться и подняться, которая заставляет человека все равно иметь мотивацию, все равно желать чего-то, чтобы она не исчезла, чтобы мы не были такими аморфными, не упирались в какие-то вот точки, чтобы мы боролись, искали, чтобы мы не сдавались, чтобы мы всегда чего-то добивались, несмотря ни на что. Мне очень нравится вот этот отряд Шестакова. Вы лучик света в нашей непростой жизни. Спасибо. Благодарю Бога, что нашла вас в Ютубе и стала вашей ученицей. Как эзотерически можно сбить температуру. Эзотерически температура называется лихорадкой. Как можно сбить лихорадку? Необходимо взять какой-нибудь страшный предмет. Необходимо взять какой-нибудь страшный предмет, ремень, допустим, подойти к больному человеку и сказать, если оно вышло бегом из ребенка, там, или вышло бегом отсюда, иначе я тебя отлуплю. И после этого взять игрушку и вот так ее ремнем отлупить. Вы знаете, это очень эффективный метод. Я говорю вам это серьезно. То есть, если у человека температура, то можно зайти и отстегать сноп с сеном, или отстегать там какую-нибудь игрушку, или отстегать там свернутое одеяло прям кнутом. И сказать, ах ты лихорадка, ах ты сволочь, а ну пошла вон отсюда. И она уходит. Таким образом, после этого стать там над человеком, которого лихорадит, у которого температура, и сказать, не уйдешь, сейчас отлуплю тебя, понятно, не уйдешь, отлуплю. И у человека исчезает. Когда, допустим, говорят люди, Андрей Андреевич, что вы можете сказать, почему человек болеет, допустим, можете ли как-то это объяснить? Что это такое? Дело в том, что вот, допустим, смотрите, вы живете в семье и начинаете злиться на ребенка. Смотрите, когда человек злится на другого человека, что он гипотетически от него хочет? Иногда хочет ли он этого человека ударить?
Вот очень часто, допустим, вот сегодня ехал я на машине, и за рулем был мой водитель. И водитель как-то неправильно там, ну, как-то кто-то его там подрезал и так далее. И вот он говорит мне, он говорит, а вот взять бы и наказать этого человека. Я ему говорю, слушай, а ты бы как хотел наказать? Он говорит, в морду бы ему дал, в морду бы дал ему и заставил бы ездить правильно. Что он вот так вот нарушает? Побил бы его. Я ему говорю, то есть ты считаешь, что ты бы получил удовольствие от его боли, правильно? Он говорит, да. Зачем бы ты его бил? Что такое бить другого человека? Это испытывать наслаждение от того, что кому-то больно. Согласен с этим? Он говорит, да, Андрей Ильич, очень правильно. Он говорит, вы мне это говорите, и мне даже приятно. Я говорю, видишь? А теперь посмотрите, любое проявление агрессии, когда человек, допустим, говорит, козел, дурак, матом ругается, когда человек говорит ну ты урод, там и так далее, или когда вы идете, толкнули кого-либо, когда вы там кому-то что-то сказали плохое, когда вот сделали поступок, который расстроил людей и так далее, то вы становитесь должниками, потому что те люди, которые вам желают зла, они желают вашей боли. И потом у вас развиваются заболевания, которые приводят к тому, что эта боль появляется у вас. Представляете? И вы эту боль, испытывая, как бы выплачиваете тем, кто от вас этой боли хотел. Да, вот так. Но здесь еще такой нюанс. Мне могут сказать, допустим, такие слова. Андрей Андреевич, а как же правители? Допустим, есть такие правители, руководители целых стран, которые запросто убивают людей, которые запросто отправляют кого-то на войну и так далее. В этом всем нам поможет Библия. Когда вы открываете Библию, вы очень часто читаете в Библии о жертвоприношениях. И вот эти жертвоприношения — это настоящие религиозные обряды, которые помогают избавиться чужой кровью за ту кровь, которую желает от вас. И часто очень те люди, которые находятся в правительстве, являются руководителями или участвуют в обрядах, и эти обряды, которые связаны с жертвоприношениями. Да, это самые настоящие жертвоприношения крови. То есть называют этих людей, с которыми проводят эти обряды, они могут быть и без крови. То есть это там расчленение животных, выпускание крови с посвящением. Пусть те, кто хотел от меня крови, получат эту кровь. Там, пусть те, кто хочет от меня боли, получат эту боль. Да, это все жестко, но это зато честно. И здесь такой вариант, знаете, если вы не являетесь как бы, или это все может быть завуалировано эзотерически, то есть это может быть там, допустим, с использованием элементов религии. Помните слова «берите тело мое, пейте кровь мою», а что это еще такое? То есть делается так, обращаются к религиозному руководителю. Религиозный руководитель молится за человека, который сделал много гадостей и плохих поступков. И люди со всего мира, допустим, хотят у этого человека его крови, его боли. И этот человек, который религиозный деятель, он начинает проводить обряд такой и говорит во время проведения этого обряда: пусть вся боль Иисуса Христа и пусть вся боль тех людей, которые шли за Иисусом Христом, всех, и дальше перечисляет там таких святых, таких святых и таких святых, пусть эта боль вся уйдет и будет выкупом этого человека тем людям, которые вот хотят от него боли. Пусть вот эти святые этой болью выкупят, потому что этой боли было много, их жизнь, их святость была не бессмысленным занятием, и эти жизни были на самом деле необходимы, они это знали, это эволюционно необходимо было. Таким образом, как бы происходит выкупание этого человека, именно поэтому люди, которые имеют высшую верховную исполнительную власть, они очень часто дружат с такими людьми, которые могут проводить вот такие реальные обряды, реальные религиозные обряды. Для обычных людей это обычная тайна, но это как бы мы рассматриваем с позиции христианской религии и множественности толкований и множественности объяснений произведения обрядов, которые есть в христианской религии, и описаны они в Библии. Добрый день, Андрей Андреевич. Скажите, большое перерождение, интересная тема. Почему рождаются мертвые дети? Но все очень банально.
Когда человек рождается, то у него есть некий такой закон, написанная дата его жизни и дата его смерти. Она уже прописана в нем. И когда человек живет на протяжении своей жизни, то в тот момент, когда он доживает, он может скоропостижно скончаться. То есть он может скоропостижно скончаться, допустим, от того, что он там убили его, или от того, что даже не так. Он может не скоропостижно скончаться, а закончить жизнь самоубийством. И он может, допустим, не дожить до момента смерти, там 20 минут, допустим, через там, если бы ему не делали операцию, то он бы дожил, допустим, на год больше. А так ему сделали операцию, он умер на год меньше. И ему необходимо в следующей жизни этот год дожить. Поэтому он рождается ребенком, год проживает и умирает. И спасти такого ребенка невозможно. Таким образом происходит астральное завершение круга прошлой жизни. И в следующей жизни человек рождается полноценным. И его жизнь полноценна полностью. Он будет проживать полностью отпущенный его период. Почему есть цикл перерождений? По моему мнению, это является элементом эволюционного обучения человека. Каким образом происходит эволюционное обучение? Если человек не видел сникерс, то он не сможет хотеть сникерс. Именно поэтому я всегда говорю, что все, что человек придумывает, все, что человек видит, все, что человек или то, о чем человек думает, это все уже существовало или дается ему, чтобы он это знал. И это все связано еще и с чувствами. Так в одной жизни человек будет убивать людей, в другой жизни он поймет, его будут убивать. И здесь все связано вот с чем. Допустим, человек подписал договор какой-нибудь, согласно которого убили 100 человек. В каждой своей жизни он будет доживать до определенного возраста, и его будут убивать, или он будет умирать от какого-нибудь заболевания. И так 100 раз. Таким образом, он умрет 100 раз в своих следующих жизнях, пока вот свою миссию или пока вот этот весь процесс не переработает. Так в нашей жизни устроено, что в одной жизни мы рождаемся для того, чтобы быть гарантированно там негодяями, потом мы обучаемся в следующих жизнях, что мы не хотим быть негодяями. Я, конечно же, хочу вспомнить эти слова, которые в свое время говорил великий человек Иисус Христос. Он говорил там о заповедях, и он говорил: не убей, не укради, там, не возлюби ближнего, возлюби ближнего своего и так далее. Наоборот, чуть спутал. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что в то время, когда он жил, это было чрезвычайно актуально, потому что, видимо, мир дошел до такой точки, что убийство другого человека это было естественным процессом. Но это делали из-под тишка, это делали еще как-то, и, видимо, делали это без угрызений совести. Когда он об этом сказал или объявил, то таким образом, наверное, произошло эволюционное перерождение. И тогда, наверное, со временем, когда люди перерождались, то у них исчезало такое желание. И, конечно же, сейчас, когда мы живем, у людей уже не появляется желание кого-либо убивать просто так. Хотя, наверное, во времена, когда повествовал Иисус Христос, то наверняка тогда дети рождались, и у них было желание убивать других людей, и у них было желание воровать с самого рождения и так далее. Но мы уже настолько эволюционировали, наша вся система настолько эволюционировала, что мы уже, как бы рождаясь, уже не подразумеваем убийство другого человека, у нас уже не появляется желание взять чужие вещи, и даже без обучения у ребенка не появляются такие желания. Есть этому доказательства, есть социальные эксперименты, которые доказывают то, что если ребенок не изучает никакую религию, у него все равно не появляется идея воровать или грабить, или издеваться над кем-то, или насиловать кого-либо, или там еще что-то, еще что-то. То есть это социальные эксперименты, которые доказали актуальность того, о чем говорил Иисус Христос на время того, когда Он проживал, и неактуальность этого всего уже в наше современное время, потому что мы перерождаемся и становимся уже совершенно другими людьми, уже не теми, которые были во времена повествования Иисуса Христа. Как мирошник, равнозначно ли прохождение первой бесплатной ступени и первой первоформатированной в виде шума? Нет, конечно. Значит ли, что прослушав первую ступень в виде шума, можно считаться учеником школы Кайлас? Спасибо за ответ. Да не смешите меня. Каким вы будете учеником школы? Вы знаете философию школы или что? О чем вы вообще говорите? Человек говорит: я не хочу, я хочу сразу 7-ю ступень. И что она вам даст? Ведь обучаться геометрии, или обучаться, допустим, началу анализа математического, не зная цифры, можно или нет, скажите?
Можно ли знать, что такое косинусы, синусы, не зная геометрии? Можно ли обучаться в начале анализа или там, решать интегральные уравнения, если вы цифр даже не знаете? Ну, конечно, для того, чтобы обучать цифры, нужен первый класс. А и амбиции какие-то мешают вам прийти. А человек говорит: Андрей Андреевич, можно я сразу пойду на третью? Ну почему? Идите на первую, потом на третью. Но первая обязательно. Без философии, эзотерикой нельзя заниматься. Ай, странные такие люди. Но Уважаемый Андрей Андреевич, прошу вашего совета или помощи. На протяжении многих лет я подвергаюсь насилию криминалов из числа соседей правоохранительных органов и тех, кто покрывает их числа администрации города. На протяжении лет их неоднократно сажали, сейчас многое зачистили, продолжали. Из этого убежала и вернулась домой по просьбе мужа. Не одевать вещи, не спать невозможно. Применяю специальное устройство. Сейчас я не пользуюсь ни одним электронным устройством, отравляющие средства и так далее. С большой благодарностью, большим почтением, Людмила Полкелова. Нет ни одной проблемы, которую невозможно было бы сжечь на свече. В нашей школе разработана мной технология, которая называется устранение эзотерическим способом любых абсолютно проблем. Вам необходимо всего лишь найти тот день занятий в первой, старой или обновленной ступени школы Кайлас для того, чтобы это все просто изучить и использовать. Я вам говорю 100%, что это решается очень быстро на протяжении 2-3 месяцев с помощью обычной восковой свечи. Это гарантированный 100%. Как настроиться на благополучную жизнь? Произносите слова утром: я радуюсь, и дальше скажите себе от чего. Говорите: весь мир меня обожает. Если не можете изменить то, что происходит, меняйте свое отношение, испытывайте от этого радость. Не говорите женщине претензий, связанных с ее внешним видом. Ладно. Эзотерическим способом что делать? На второй ступени прогревания слоев. Греть. Ирина. Здравствуйте, Андрей Ильич. Скажите, алтарь нужен каждому в семье или один на всех? Один на всех. Маргарита Бондаренко. Андрей Андреевич, я мысленно обнимаю отца, но мы ругаемся на ровном месте. Что я могу еще сделать эзотерическим способом для хороших ровных отношений? Говорите ему хорошие слова. Также всегда помните, что если у человека плохое настроение, возможно, он болеет. И возможно, он просто привык реагировать на все хорошее вот с таким лицом и так далее. Вы поймите, как бы человеку не было плохо, и как бы человек не относился, и как бы что бы человек ни делал, не нужно думать, что внешнее проявление является стопроцентным проявлением, как говорил в свое время Гурджиев, который говорил о том, что каждый человек может жить либо своей персонифицированной жизнью, либо навязанной своей жизнью с навязанным поведением. И он говорил о том, что человек, который живет как бы с навязанным поведением, реагируя на какие-то элементы навязанно, он не может видоизмениться. И после того, когда человек так живет, он может любить вас, обожать вас, стараться для вас что-то делать, но ведет себя как какашка. И ничего с этим сделать нельзя. Говорите или произносите себе периодически такие слова. Говорите: я все равно люблю этого человека. То есть самое важное, я не говорю, что нужно все терпеть, нужно ходить холодным, нужно ходить ни на что не реагировать и так далее. Можно ругаться, и можно обсуждать, и можно обижаться. Но я вас прошу, не делайте это больше 20 секунд. Или 2 минут, или ладно, 20 минут. Побурчали, помирились, понервничали, друг друга за ручки подержали. Утром просыпаетесь, если легли спать и друг друга ненавидите, и обнялись. Понимаете, учитесь этому, это хорошо, это созидание создает, это любовь. Таким образом не будет неприятностей, это хорошо. Каким бы он ни был, можно утром обняться. Вы понимаете, пусть бурчит, пусть все что угодно делает, главное, что живой. Пусть бурчит, все что угодно делает, главное, что он живой, не умирает, не корчится, не ходит под себя и так далее. А то, что бурчит, с этим можно прожить, ничего страшного. Мы все люди необычные. У одного давление, у другого геморрой. Третий слепнет, у четвертого позвоночник болит. Но мы всегда, независимо ни от чего, мы не можем сдержаться. Мы можем бурчать, можем сказать не нравится, можем отказываться от еды, вытаращивать глаза или даже орать. Но мы всегда должны относиться и помнить о том, что мы-то ради друга, собственно говоря, живем. И таким образом в семьях нужно относиться к тому человеку, который орет, а он орет, потому что ему плохо. Его нужно в этот момент понимать, сказать: ничего страшного, и так бывает. Ну, и нужно вот так и делать, знаете.
там, когда кто-то кричит, и у меня спрашивает ребенок, почему кричит, я говорю, ну, наверное, плохо себя чувствует. И после этого, когда человек кричит, и к нему подходит ребенок, говорит, там, мама, бабушка или там кто-то, ты плохо себя чувствуешь, давай я тебе ножку поглажу. Чтобы человек, если с детства научить детей понимать, что крик на кого-либо или даже на ребенка является следствием того, что человеку больно, плохо, чувственно или морально, то у ребенка формируется желание помочь этому человеку. Запомните, крик, даже когда человек с вытаращенными глазами говорит, я тебя ненавижу, отстань, задолбала уже. Крик это является элементом, когда человек фактически говорит, помоги мне, я одинок, мне нужна твоя помощь, я не чувствую заботы. Вот, видите, вот так это выглядит, просто слова другие. Здравствуйте, Андрей, скоро. Времени хочу заново стать человеком действий. Как год не могу узнать себя. Все вокруг меняется, мое отношение к этому нейтральное. Ощущение чего-то жду и что-то меня останавливает. Начинаю делать практики по астральной энергии, другие через неделю забываю делать. Смогу ли я попасть вам на марафон 20 ступеней духовного роста для работы с собой? Да. Будет ли использоваться в марафоне гипноз, чтобы начать действовать? Да. Что заставляет человека действовать? Я хочу вам сказать, нас заставляет действовать видение или постановка мотивационных задач. То есть когда человек не хочет ради себя действовать, то у него появляется тяжелейшее заболевание, ради которого он хочет действовать. Вот знаете, я когда-то говорил одному мужчине, он говорит, я лежу уже много лет, моя жена от меня ушла и ничего в жизни я не хочу делать. И вдруг через какой-то, он такой полный стал, и через какое-то время, когда мы с ним встречались, а это было в спортзале, я ему говорю, занимались восточными единоборствами вместе, я ему говорю, послушай, его Гена звали. Я говорю, послушайте, Гена, вот когда вы влюбитесь в какую-нибудь тетю, то тогда вы будете бегать, как ужаленный, и она нальет вам за шиворот жира горячего, и вы будете так мотивированы в своей жизни, как никогда. И проходит время, я его долгое время не видел, и мы случайно с ним видимся. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я говорю, здравствуйте, Геннадий. Он говорит, я решил и читать семинары. И там раньше я занимался банковской безопасностью и там открыл компанию по безопасности. И я занимаюсь еще вот этим. И открыл эту компанию. Я говорю, у вас что, дети родились? Он говорит, нет, я 2 года живу с молодой девушкой, она меньше меня на 14 лет, и мне теперь, у меня столько мотивации, я хочу жить, я хочу что-то делать, она меня любит, а я хочу для нее, чтобы у нее в жизни было, а так у меня однокомнатная, дети, видишь, у тебя появилась мотивация. И тут женщина, допустим, она может сказать, Андрей Андреевич, но меня ничего не мотивирует, мне ничего не хочется, ни ради чего. Но в случае, если вас ничего не мотивирует, то начните на кого-то злиться. Начните злиться на себя, начните фанатично к чему-то стремиться или начните жить ради детей. Эти все компоненты, это построение как бы безысходной мотивации. Либо вас ждет процесс, когда вы заболеете, и после этого вам придется лечиться, находить деньги, и тогда включится мотивация к жизни, и вы вновь захотите жить. Нельзя быть абиссивным, нельзя быть вот таким фригидным, нельзя быть полностью ригидным таким, нельзя быть полностью нейтральным. Человек должен иметь еще задачи, человек должен злиться, человек должен фанатично что-то делать в жизни, человек должен, если вам ничего не хочется, вышивайте, танцуйте, заставляйте себя, старайтесь максимально реализоваться. Делайте это во имя своей жизни, во имя того, чтобы прожить, сколько вам там лет, там 50, чтобы прожить до 100. Можно фанатично заниматься зожем, можно там приседать, можно там травки ходить искать, можно быть замороченным человеком, фанатиком. Можно верить, и вера может быть фанатичной. Это все заставляет человека или мотивирует человека жить по-другому. Спасать можно кого-нибудь. Можно... Вообще не стоит жить так, потому что такая жизнь ригидно-фригидная, она может привести человека к появлению неприятностей. Такие появления неприятностей — это разумный процесс, который создан в эволюции человеческого существования, чтобы заставить человека шевелиться. Вот смотрите, как все работает. Работает по системе расширения и по системе сужения. Вот допустим,
Муж, жена там живет, детки, все взрослые уже и так далее. Детки там сами по себе, мама сама по себе, когда хочет, кто хочет, там приходит на кухню, кушает. Муж там играет там в приставку, дети играются, муж с женой не общается, друг на друга обижаются. Все как бы двигаются от семьи, которая является центром, в разные стороны от семьи. То есть у всех в разные стороны. То есть они в дальнейшем там сходил на работу, пришел и может жену не видеть. Она пришла и там может детей не видеть и так далее. Они как в общежитии живут. Пришли, помылись, оделись, ушли зарабатывать. Там в одну кассу, дай бог, сложили деньги, пошли там один раз купили какую-то еду. Ну и самое лучшее, могли там где-то один раз в год выехать на шашлыки и так далее. Ну и там дни рождения уже не празднуют и так далее. И семья плавно расходится друг от друга, начинается обвинение, потому что на самом деле каждый хочет внимания, а внимания друг другу не дают, потому что у каждого амбициозность, у каждого самомнение, тот должен извиниться, нет, он должен извиниться, и уже потом со временем обзывают друг друга, там, та сама такая, я сказал, ты сказала и так далее. И уже потом не найдешь ни правых, ни виноватых. Так семьи становятся неинтересны друг другу, дети к детям только претензии, к мужу только претензии, у женщины одна радость, это объедаться, у мужчины выпить, дети там как хотят, так и живут, никто за ними не смотрит. Это в большинстве своем именно так и происходит. После этого вдруг случается неприятность. Она случается там с ребенком, там наркотики, или там попал в историю какую-то, или мама заболела и так далее. Или там неприятности какие-то связанные с законом и так далее. И после этого все вместе вокруг этой неприятности вдруг сплачиваются. И тут становится понятным, что все друг для друга дороги, и что все друг другу нужны, и что все друг друга любят, и что можно простить все абсолютно, все, что было до этого, ради того, чтобы вытянуть или спасти, или помочь этому человеку. Что оказывается, любовь там все-таки была. Так а зачем дотягивать до этого состояния, если можно решить это вот буквально сегодня? Любая семья, в которой друг друга ненавидят, в которой оттягивают, расширяются и там не видят друг друга, не общаются друг с другом, не обращают друг на друга внимания, не гладят, не говорят хороших слов, не говорят приятных и красивых слов, не заботятся друг о друге, неминуемо в этих семьях случаются неприятности. Неминуемо, это гарантированно на 100%. Эти неприятности, они должны эту семью либо соединить, либо разорвать. Таким образом, зачем этим неприятностям появляться, если можно в семье получать радость от проживания в семье? Малиева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от обсессивно-компульсивного расстройства? Постоянно лезут навязчивые мысли, которые заставляют сделать какие-либо действия. Заранее спасибо за ответ. Я думаю, что вопрос, к сожалению, он не ко мне. Этот вопрос, наверное, необходимо задавать психиатру. Есть хорошие препараты, нейролептики, антидепрессанты, антипсихотические препараты. Это может быть, допустим, правильный курс может подобрать для вас лечащий врач. Не стоит переживать по поводу того, что это черный билет, или не стоит переживать, что вас там куда-то положат в какую-то клинику и так далее. На сегодняшний день все эти заболевания, и компульсивное, и обсессивное состояние, и маниакально-депрессивное, и биполярное состояние маниакально-депрессивного психоза, это все лечится. То есть это все лечится, это все несложно. И бессонницы лечат, и компульсивные, и обсессивные и так далее. Все это лечится. Если вы не имеете возможности, это уже другой вариант. Заваривайте зверобой в концентрации 1 столовая ложка на 1 стакан воды, пейте 2-3 раза в день. Читайте слога «Припутав, трявсык, кыстеплову» как мантра. Данная мантра убирает у человека как раз вот такие состояния обсессивные, биполярные, компульсивные и так далее и тому подобное. И это вам может помочь, если само заболевание не особо запущено. В тот момент, когда мужчины начинают говорить своим женщинам, что им не нравится нос, губы, не нравится эта женщина, и предъявлять к ней какие-либо претензии. Мне не нравятся губы, мне не нравится, как ты дышишь, мне не нравится, как ты там стоишь, мне не нравится, как ты выглядишь. Слыша, эта женщина обычно не изменяется. То есть, если мужчина думает, что она может измениться, знайте, этого не произойдет. Я объясню дальше почему. Дело в том, что женщина, она по-другому устроена. Думая о том, что мужчина к ней плохо относится и не видит в ней элементов обожания, она перестает видеть в нем элемент желания. Именно поэтому такая женщина, она любит своего мужа, но уже не ляжет с ним в постель, не захочет с ним заниматься интимными отношениями, потому что будет думать, что она в этот момент ему не нравится.
а она должна нравиться ему в этот момент, понимаете? И наоборот, мужчины, это памятка для вас. Всегда говорите своим женщинам 6 слов. Первое, какая ты красивая. И вторая пачка слов, я тебя люблю. То есть и делайте это 3 раза в день. Когда мужчина говорит, я и так говорил, когда? В начале прошлого месяца. Забудьте об этом, говорите об этом постоянно. Говорите об этом 2-3 раза в день. Даже если это покажется вам смешным. Женщина не помнит уже через 20 минут. Ей необходимо доказательство постоянно. Мужчины, не совершайте ошибки. Никогда не говорите женщинам, допустим, такие слова. Мне не нравятся твои губы. Завтра будут губы большими. Потом вы вновь скажете, мне не нравятся твои большие губы. Знайте, они будут еще больше. Именно поэтому, когда женщина рассматривает себя в зеркале, самые тощие женщины думают, что они самые жирные. И самые женщины, у которых самые красивые губы, всегда хотят их увеличить. Ну не всегда, но в случае, если рядом находится мужчина, который говорит, мне не нравишься, она будет думать, ага, ему не нравятся мои губы. Потом будет, ага, ему не нравится все полное, ага, мне будет нравиться еще что-то. Я вам хочу сказать, критиковать это просто, а вот сказать или научиться говорить несколько приятных и красивых слов, это же легче. Смотрите, человек чавкает за столом, и вы ему говорите, хорош чавкать, сколько можно, а вы делаете наоборот, вы говорите, как же ты красиво ешь, надо же, так эстетично, это хорошо, ложечку держишь, мне очень нравится с тобой кушать. Вот если вы так будете говорить, человек перестанет чавкать и будет есть хорошо. Если будете говорить, хватит есть руками, он будет есть хоботком, хватит есть хоботком, он будет нырять в эту кастрюльку, хватит чавкать, будет раскидывать еду на себя, будет об волосы вытирать ногти. И это будет продолжаться бесконечно, до того момента, пока вы не начнете хвалить за что-то. То есть вам что-то не нравится, переформатируйте человека. То есть смотрите, там, он грязный ложится спать. Вы говорите, ждете момента, и когда он помылся, говорите, как же от тебя вкусно пахнет, мне так нравится, когда ты весь вымытый, ложишься, погладили после этого человека, говорите, мне очень приятно тебя обнимать, ты так хорошо пахнешь, так мне все нравится и так далее. И после этого человек будет купаться, потому что он понимает, что рефлекс подтвержден. И все, это же как бы очевидно и просто все, вы представляете. И здесь нету никакого обряда там незамужества или там еще чего-то. Это просто надо психику поменять человеку. Все банально, все примитивно. Мы обычные биоэнергетические машины, знаете, просто у каждого свое. Мужчина хочет, а женщине нужно, чтобы ее обожали. Если женщину обожать, то мужчина будет получать милость. Так получается, если один обожает, то другой проявляет милость, понимаете? Это вот так все устроено. Это как жадный мужчина. Женщина обращается и говорит, мой мужчина очень жадный. А вы его обожаете? Нет, он меня заколебал. Ну тогда он будет жадный. А тогда что нужно? Обожайте его. За что? Найдите повод. Какой? Я не знаю, я же с вами не живу. Ну вот где? Как правильно худеть, имея камни в желчном, мочегонные пить опасно? Согласен, мочегонные и желчегонные пить опасно. Худеть необходимо с применением первого препаратов для щитовидки, второе с применением препаратов для надпочечников, третье с применением препаратов, улучшающих обмен веществ. Итак, первый препарат для лечения надпочечников это Тенторикс. Второй препарат для щитовидки Тератозин. И третий препарат Жирстресс. Применяйте все 3 препарата по 2 таблетки 3-4 раза в день. Для улучшения общего эффекта я бы рекомендовал принимать еще альфа-липоевую кислоту и бетаин. Но самое важное это диета, из которой необходимо полностью убрать глюкозу. Хотела спросить, будете ли вы еще создавать ритмы? Мне очень нравится ритм постукивания от простуды, был вам создан. Его легко запомнить и можно использовать, где бы ни находился, что я и делаю, с уважением. Хорошо, что вы напомнили, я теперь этим буду заниматься. Да, есть у меня ритмы, их очень много у меня есть. Я просто сделаю, наверное, сайт, не сайт даже, а добавлю их как ритмы в на наш сайт к шумам duiko.guru.
Выражаю вам огромную благодарность за шумы, которые очень помогли мне. Даже кто не ученик, не верил в эзотерику, тоже помогли. Это шум от боли, шум от простуды, от коронавируса. Слушайте. Спасибо за дыхательные коды, они тоже очень помогают. Что пить из препаратов? Женщина с деменцией, 78 лет. Сегодня говорил о препарате окситоцин и о препарате бетаин. Принимайте бетаин, алгоцин и окситоцин. Это все поможет вам.